flowing with the tide, the universe inside. The answers come to me, they set my spirit free. Здравствуйте, мои невероятные, с вами снова я, ваша Каролайн, и это, как всегда, гадание с любовью. Мы сегодня с вами посмотрим расклад на тему «Ваш цикл обновлений. Где вы сейчас?». Что вы сейчас проходите, да, то есть какие изменения идут в вашу жизнь, на старте чего-либо, на какой точке вы сейчас находитесь своего жизненного трансформационного пути, ну и, соответственно, что последует дальше. 3 варианта, у нас с вами 3 камешка на столе. Как всегда, у нас ничего не меняется, я настоятельно рекомендую. Заварите себе чаечек, кофеечек, сядьте поудобнее, настройтесь на информативный и позитивный расклад. Я надеюсь, будет интересно. Камешки на столе, вариант выбрали, чай, кофе, я надеюсь, тоже уже готов. Я готова, вы готовы, поехали. Единички. Так, единички, здравствуйте, мои невероятные. Смотрим ваш цикл обновлений, где вы сейчас. Что обновляется вообще, да? Какие обновления запускаются? Какой апгрейд вы проходите? Жизни, личный. Начнем с того, где вы сейчас находитесь. И все-таки какие трансформационные, какое улучшение, обновление, апгрейд происходит у вас в жизни? Произойдет в ближайшее время. Если вдруг он еще не происходит. Либо вы его еще не видите. По справедливости. По справедливости что-то хорошее идет в вашу жизнь. Ну, это, конечно, акцент на любовь больше. Давайте королеву кубков, тузя кубков прочитаем как состояние наполненности, счастья, удовольствия от жизни, наслаждение благами, вообще в целом, да, всеми благами, которые у вас есть. Умение насладиться собой, насладиться своим окружением, своим состоянием. Жить в наполненности. То есть всегда на разную ситуацию можно посмотреть с разных сторон. Да, вот если есть одна и та же ситуация, можно на нее посмотреть как с негативной точки зрения, так и с позитивной. Она всегда нейтральная. Мы ей сами даем какую-то определенную энергию, образ, эмоцию. И вот вы как будто бы начинаете вообще жить по-другому. То есть это такое, знаете, состояние внутренней гармонии, счастья, наполненности, когда вы просто счастливы, вам хорошо. Не знаю, у кого-то реально может быть в ближайшее время, на следующий год, не знаю, Венера будет в 1 доме. То, кстати, вот так вот я проживала Венеру в 1 доме. Она действительно дает такое чувство наслаждения собой, тем, что я имею. Вот это классное положение. Вот и, наверное, только проживая его, вот год, у меня 23-й это был, я могу описать это ощущение, потому что сейчас все немножко по-другому, сейчас пошли какие-то другие процессы, внутренние, глубинные, более тяжелые. Но вот именно вот тот год, это было вот такое состояние наполненности и счастья. И я любую мелочь, скажем так, трансформировала в какой-то такой ритуал удовлетворения, счастья, удовольствия. И это было настолько, как казалось бы, легко и просто. Сейчас, конечно, это тяжелее, хотя, в принципе, могу вернуться к этим же ритуалам, но вкус будет не тот. Вот у вас меняется вкус к жизни, вкус к себе, вкус к тому, что вы имеете, вкус к тому, кем вы есть. И это, соответственно, открывает вам новые двери в какие-то новые возможности. То есть это совершенно другой тип ощущения жизни. Даже если вы долгое время жили достаточно тяжело, да, эмоционально, психологически, морально, потому что, опять же, по примеру своему могу судить, и по примеру моих клиентов могу сказать, что это возможно. Давайте, где вы сейчас? Где вы сейчас находитесь? Вот, пожалуйста, 8 кубков — это движение. Классная карта. Почему? Потому что в конце концов мы отпускаем то, что нам уже не служит.
Мы отпускаем то, в чем мы уже некачественно себя чувствуем, то, что нам уже не нужно, то, что нам не нравится, то, что нами не ощущается как что-то приятное, как какое-то наслаждение, как какое-то удовольствие, и мы выбираем путь к большему. То есть вы сейчас находитесь как раз-таки, либо уже движетесь, понимаете, что так как раньше вам уже не нравится работа, не знаю, друзья, люди, творчество какое-то, история, как вы жили, кем вы были, что-то вот уже не нравится, не приносит, вы наконец-то отказываетесь от того, от чего давным-давно должны были ради себя отказаться. То есть потихоньку вы к этому уже идете. Кто-то из вас уже действительно начал закрывать те двери, которые должны были уже давным-давно закрыться. Знаете, вот типа, да сколько ж можно это терпеть? И вы начинаете выбирать новый ориентир, то есть идти к совершенно другому источнику. У кого-то реально меняется источник. Источник дохода, источник радости, вдохновления, вплоть до того, что у кого-то даже может поменяться, не знаю, вероисповедание, эгрегор, тип мышления. Вот раньше я получала там свои желания там через определенный тип медитации, а сейчас я получаю свои желания, просто попрыгав там 10 раз на одной ноге из банального. То есть, знаете, вот я облегчила себе жизнь, и вот я энергетически притягиваю к себе то, что я хочу, легким, более приятным, более интересным, веселым способом. Опять же, из банального, метафорически, но, честно скажу, учитывая даже вот те самые астрологические аспекты, то я думаю, в скором времени очень сильно поменяется система духовных, даже, вот, знаете, духовной подачи информации. Вот даже какие-то... Окей, давайте смотреть, что меняется в вашей жизни, да, все-таки. Что конкретно в вашей жизни проходит апгрейд? Интуиция. Ну, вообще путь новый выбираете. Уйдете в себя, поймете, чего вы реально хотите. Самое интересное, что как только вы это примете, как только вы это прочувствуете, как только вы это поймете, открывается путь. Сразу же просто возможности движения, люди приходят с правильными запросами, люди приходят с интересными предложениями, приходят какие-то, не знаю, возможности, предложения, письма, где вы конкретно меняете траекторию туда, где вам классно и хорошо по справедливости. Знаете, это у меня была такая история, вот буквально недавно, мне давно не было в YouTube, я не выкладывала видео, и тут вот, знаете, вот я долго себя прям выжимала, заставляла, я такое не люблю. И в какой-то момент я такая расслабилась, все отпустила, и потом такая, вот мне вот захотелось снять видео про ретроградный Меркурий. Вот он приходит, и вот хочется вот дать людям какую-то информацию, и вообще сказать, что на самом деле это классный период. То есть давайте не будем притягивать что-то негативное, давайте все-таки посмотрим на историю с другой точки зрения и поймем, что это происходит нам во благо. Да? Думаю, ну, надо сделать какой-то расклад. А у меня вот так получается, нет ни интернета нормального, Wi-Fi не работает, свет отключился, потом проблемы вообще с сетью. Я думаю, ну как? Мне нужно было зайти в программу, создать обложку, я захожу, это все делаю, и в итоге как получается? Каким-то магическим образом на одной палочке сети я перекидываю, когда включили свет, я перекидываю без Wi-Fi, перекидываю, монтирую видео, вставляю, отправляю, оно просто вот так вот загружается. Вы знаете, я могу сказать так. Когда ориентир выбран правильно, когда ощущения правильные, когда вы не идете против себя, когда вы не остаетесь в этой 8 кубков, да, и не передвигаетесь дальше, вот когда вы остаетесь в 8 кубков, да, вот это все, конечно, все блокируется, и вас пытаются вытащить из этого, вытеснуть. Как только вы начинаете движение, каким-то магическим образом открываются те пути, которые вам, казалось бы, вы даже не видите, вы даже себе представить не можете, вы даже выбрать их не можете, потому что ваша голова, ваш привычный образ жизни, ваша привычка видеть так, мир, жить так, она не притягивает эти возможности. Но как только вы отпускаете все это и доверяете потоку, доверяете в какие-то невероятные вещи, каким-то невероятным образом вам удается получить то, что вы хотите. Потому что вы себя уже перестаете ограничивать. Вы думаете, а вдруг получится?
а вдруг я договорюсь, да? И когда это истина ваша, когда вы чувствуете, что вы на правильном пути, путь открывается, правда, потому что вы реально выходите в истину свое. И у каждого это совершенно своя история. Это может быть история любви, это может быть история работы, творчества, это может быть история вообще новой какой-то версии вас. Потому что апгрейд идет больше на глубинном уровне, то есть где конкретно меняется. Меняется ваше подсознание, меняется ваша вера, меняется ваше ориентирование, меняются привычки, меняются точки фокуса и меняется в принципе тип и дорога ваша, ваше движение меняется. И меняется оно на то, что действительно поистине важно и нужно в вашей душе. Это то, от чего вы не хотите отказываться, это то, что вы хотите принять и получить, поистине хотите. Пожалуйста. Новые процессы, совершенно новые процессы. Королева кубков. Мне нравится, вы будете удовлетворены. Самое главное, чтобы вы были счастливы. Все остальное абсолютно не важно. Вот такой первый вариант. Спасибо вам огромное, единички. А мы идем дальше. А мы идем к двоечкам. Двоечки. Здравствуйте. Смотрим вас. Двоечки. Здравствуйте, мои прекрасные. Смотрим вас. Ваш цикл обновления. Где вы сейчас и что, соответственно, в вашей жизни сейчас будет апгрейд проходить. Король кубков. Мужчина. Кто-то реально притянет к себе качественного мужчину. Кто-то, извините, станет качественным мужчиной. Потому что даже если меня смотрят тут девочки. Ладно, давайте. Ваш цикл, да, обновления. Где вы сейчас? Точка, в которой вы сейчас находитесь. Дальше. Что конкретно будет меняться в вашей жизни? Что будет проходить апгрейд? Что будет проходить? Пустая карта хотела. Явно новое что-то запускаете в свою жизнь, новую энергию. Новую энергию. Кстати, перед тем, как запустится в вашу жизнь новая энергия, старая должна истощиться. Поэтому кто-то из вас может чувствовать такое состояние, знаете, у меня нет сил, у меня апатия, мне ничего не хочется, хочется либо кушать. Кстати, пятерка пентаклей — это состояние физической выжатости. За счет этого мы можем пытаться себе это, скажем так, вернуть, да, через еду, через там переедание или еще что-то. В общем, тут будьте аккуратны. Может быть, это как отек, отечность, но это все равно, это все уйдет, но просто проконтролируйте, что повторяю вам слова, просто проконтролируйте данный процесс и все, потому что реально может вот на вот этих энергиях упадка сил прям хотеться чем-то это заполнить. Аккуратно, да, кто, как я, допустим, склонен к полноте, мне теперь всю жизнь нужно это контролировать. Ну ничего, ну хоть что-то могу проконтролировать, потому что везде у меня творческий бардак. Ладно, давайте, где вы сейчас находитесь? Точка ваша. Четверка кубков. Классная карта, знаете почему? Потому что это карта уверенности для меня. Вот вы сейчас можете все что угодно сказать, но это состояние, когда мне предлагают, у меня этого достаточно, мне предлагают то, что я не хочу, я имею право отказаться. Я имею право заявить, сказать, что, слушай, ну там первый раз, ладно, я приняла, второй раз, ладно, я приняла, третий раз, ну ладно, а четвертый раз я так уже не хочу. То есть здесь про внутреннее глубинное осознание, как я хочу, как я не хочу. Мне не нужно большое количество хлама из того, что мне не нужно. Да, я хочу даже хотя бы одну вещь, но которую конкретно я хочу. Чего бы это ни касалось. Работы, там, творчества, отношения и все в этом духе. То есть вы реально начинаете внутренне осознавать, чего вы хотите, что нет. Вы начинаете понимать, где конкретно вы захламляли свое пространство людьми, ситуациями, мыслями, да, убеждениями, работой, какими-то проектами, которые просто определенным образом, скажем так, заполняли ваше пространство, но на самом деле не приносили того, что вам нужно. Они давали какой-то кратковременный эффект,
но это не то, что действительно вы бы хотели делать долгое время, либо с кем вы хотели бы быть долгое время. То есть такое классная, качественная такая, знаете, фильтрация всего в вашей жизни, всего, что вас окружает, всего, что у вас есть. И, в принципе, это карта про умение отказаться, даже если это выглядит интересно, даже если, вот знаете, вот говорят такую фразу, ну вот что ты отказываешься, ну у кого-то этого нет, да, что ты отказываешься, это вот установки, вот эти мысли, чужие слова, они иногда прям заставляют нас реально брать то, что мы не хотим, а мы реально должны научиться просто говорить нет. Имею на это право, да, у меня такое высокомерное вот это состояние, я имею право отказать вам, потому что я этого не хочу. Все, я этого не хочу, этого достаточно. Ну, потому что, правда, вот у вас сейчас такое, знаете, время энергосберегательного режима и понимания, то есть переосмысление того, что у вас есть, и того, что реально вам приносит удовольствие. Опять же, двойка кубков — это может быть партнерство, да, но это может быть вообще в целом состояние, в котором я вот мне хорошо, люди, с которыми мне хорошо, пускай их будет меньше, но они вот мои, это классные люди, да. Вот тут вот я откажусь от большого количества подписок. Почему? Потому что, да, ну зачем? То есть вы убираете какой-то лишний хлам сейчас. Либо будете это делать. Давайте, что апгрейдится в вашей жизни? Что меняется? Ваше внутреннее состояние. Ответственность. Как это объяснить правильно? Меняется внутренний ориентир 100%. Меняется внутренний ориентир, меняется внутреннее... меняется, хорошо. Вы идете к большей власти, вы идете к большим возможностям. Вы идете к расширению материи. Вы идете к большей ответственности. Большая ответственность всегда требует от нас совершенно другого типа мышления, совершенно другого типа ориентирования на внешний мир, на социум. Даже на те самые, там, допустим, хейтерские комментарии, да, ну, там, человек, к примеру, банально возьмем, блогер, да, то есть человек, который хочет большое количество подписок, но который не умеет правильно справляться с хейтом. И он пропускает каждую, допустим, там хейтерскую комментарий, да, через себя, и вот проживает это, вот его это касается, и человека просто начинает, там, не знаю, внутренне эмоционально качать, и он опять сливается, потому что не вывозит на какой-то момент. Хорошо, когда человек там пошел в какие-то, не знаю, там, проработку с психологом, да, возвращается, и уже там данная тема закрыта, и он уже может вывести. А плохо, когда из-за этого теряются действительно качественные таланты, просто потому что кто-то что-то написал, просто потому что вот где-то это было важнее. И вот тут вот все-таки на что мы можем обратить внимание, исходя из вот этого и продолжая вот это. У вас меняется фокус, вы понимаете, что власть находится внутри, вы понимаете из банального, что вы создатель своего собственного мира, вы берете определенную ответственность на себя, то есть тут уже не будет у вас прокатывать история, что Вселенная так сделала, что Вселенная так сделала, да? То есть Вселенная вот прислала мне этого человека, Вселенная вот это кармический урок. Нет, у вас уже не будет кармических уроков, потому что вы абсолютно качественно берете полностью ответственность на себя, у вас очень сильно трансформируется ваше нутро, ваша внутренняя сила, ваша внутренняя энергия, ваша внутренняя власть, и за счет этого расширяется ваш материальный мир, то есть это может быть новая работа, это повышение, это возможность выиграть в лотерею, возможность зарабатывать из какого-то творчества, то есть необычным путем. Не на заводе я работаю, как от меня все требовали, а я беру ответственность в свои руки, и я не жду уже там возможности, знаков от Вселенной, я иду сам, создаю свой канал,
да, сам создаю свой канал и иду, вкладываю туда усилия. Получится, я беру ответственность за это, за мой результат. И самое интересное, что вот этот шанс вы создаете себе сами. Вот что у вас апгрейдится? Ваше отношение к внешнему миру и более сильное уважение, правильное взрослое восприятие своего внутреннего мира. И то, что вы начинаете создавать, это совершенно другой тип жизни. Вы давно уже к этому шли, вы давно это уже делали, вы давно с этим работали. Здесь 100% люди проходили большое количество глубинных проработок, переломов, разломов, трансформаций и всего в этом духе. Вот сейчас, наконец, да, то есть, к примеру, у вас есть официальная работа, ну, вот стабильная, все хорошо, все классно, по 4 кубков, есть пересыщение, все нормально, но я понимаю, что это не мое, да. Внешний мир что говорит вам? Внешний мир говорит: да слушай, да у кого-то и этого нет, да, радуйся тому, что у тебя есть стабильная работа, все же у тебя хорошо, все же классно, куда ты прешься? Вот что-то от вас ожидают, вам что-то предлагают, то же самое, на чем вы росли, что вы делали, исходя из чего вы принимали свои решения. И опять же вам предлагают то же самое. А вы имеете право 2 мечей закрыться, отказаться, сказать: да нет, подождите, я пойду в себя, я должна. Это, кстати, еще 2 мечей. Недавно прожила ее как ощущение чувства пустоты. Когда я ничего не чувствую, вообще ничего. То есть у меня нет никакой эмоциональной, скажем так, знаете, вот я эмоционально независима от внешнего мира. И вот внутри я вот как пустой чистый холст. Это очень интересное чувство. Это не про скуку, это не про грусть, это просто про ничего. Это как новое начало. И вот в этом новом начале начинает ощущаться вот это чувство власти, что я рисую на этом холсте. Все. Я уже не подвластна вот этим внешним факторам. И вот тут вот конкретно что у вас меняется? Ориентирование. Вы очень четко, красиво, правильно начинаете ориентироваться на себя. Почему? Потому что давным-давно так и было. Потому что внешние факторы вас ограничивали. Почему ограничивали? Потому что вроде как давали вам большое количество ресурсов. Но ограничение было в том, что да, у тебя есть выбор без выбора. А вы начинаете выбирать то, что вы реально хотите. Вы уже не ждете выбор без выбора, да, вроде как изобилие возможностей, но это все не ваше. А вы выбираете только вот то, что вам хочется. Конкретно ваше истинное желание. И вот в этом вот начинается какой-то важный переворот, какая-то ваша власть, позиция. Я чувствую свою силу, я понимаю, кто я есть, я понимаю, чего я хочу, я беру ответственность за тот путь, который я прохожу, я принимаю тяжелые по 10 жезлов решения, я переворачиваю свою жизнь от и до, но я от этого выигрываю. Не знаю, чего это касается, но вы явно в выигрышной позиции. Поэтому тут даже не про риск. Тут опять же осознанно принятое решение. Вот такой второй вариант. Спасибо большое. Спасибо большое, двоечки. Мы идем к троечкам. Третий вариант. Здравствуйте. Смотрим вас. Ваш цикл обновления. Где вы сейчас находитесь и что у вас апгрейдится. Вы явно выход, карта мира и карта колеса фортуны. Выход из закольцовки и выход вообще в новый какой-то цикл жизненный. Вы либо уже вышли, либо уже в процессе завершения. Давайте, где вы сейчас находитесь и что конкретно апгрейдится, меняется в вашей жизни. Карта сила. Почувствовали свою власть? Троечки. Если нет, то скоро случится это. Вы поймете, насколько же вы сильный человек. Энергетически, эмоционально, физически. Тройка жезлов, отшельник. Такие внутренние новые ориентиры. Расширение, новые габариты. Аппетиты вырастут. Ну и возможности под аппетиты тоже. Давайте, где вы сейчас находитесь? 2 пентаклей.
Такая попытка балансировать еще между прошлым и будущим, да. Не, на самом деле такая классная карта, мне она очень нравится. Почему? Потому что тут такой шторм, девушка танцует с пентаклями, она, судя по карте, она справляется очень легко и просто. То есть, возможно, то, что раньше бы вас штормило, то, что раньше выводило бы вас из баланса, сейчас это для вас такое состояние «я получаю удовольствие». Получаю удовольствие, потому что я знаю, что сейчас что-то происходит в моей жизни. Я знаю, что мне предстоит принять какое-то решение. И я знаю, что я могу сделать выбор. Я знаю, что я могу это проконтролировать. Я знаю, что я могу с этим справиться. Я знаю свою силу, я знаю свою власть. Я знаю, зачем мне этот шторм был дан. Я знаю, почему я это делаю. Мне нравится сейчас это делать, потому что я знаю, что меня дальше ждет. Потому что я знаю, что вот эту историю я прохожу, и она больше в мою жизнь не вернется. И мне дает уже совершенно что-то новое. Вот я так, вот почему-то вот потоковая такая ситуация, вот история королева Пентакли, тройка Пентакли, у вас очень сильно материя меняется. Ваш статус, кстати. Но это про расширение, это 100% про расширение, потому что четверка Пентаклей, Иерофант, была зажатая энергия для того, чтобы вы что-то поняли. То есть была какая-то, либо пытались вас финансово как-то, не знаю, где-то ограничить, да, Вселенная могла там подзакрыть ваши доходы. Сейчас, возможно, открылись два источника дохода сразу. То есть вам даже, возможно, и не нужно выбирать. Это может быть такое, что в здоровье какие-то моменты, либо какие-то ограничения были действительно. Вам приходилось как будто бы сохранять энергию внутри. Вот сейчас происходит расширение, изменение, потому что новое вообще, новый рост идет. Еще и по дьяволу. Смотрите, говорю же, аппетиты вырастут. Притом такие зверские аппетиты и возможность этого достичь. Знаете, у вас как будто бы уверенность. По-другому считывается ваша уверенность. Могу сказать, что самоуверенная, но тут как-то слишком банально. Внутренний стержень такой. Сила. Внутреннее пробуждение силы идет. Я не знаю, тут что-то мистическое, магическое. Копаться в этом не буду, но я думаю, вы понимаете, что у вас сейчас происходит. Если вы понимаете, что это не ваше, просто перезагадайте вариант, потому что здесь конкретно люди чувствуют то, что в них что-то просыпается, что апгрейдится. Жизнь счастливая идет, да? Не достается все, вообще тяжело, ничего не доставаться больше не будет. Вообще, да нет, он говорит, защиту ставить периодически нужно будет. Защиту нужно поставить, что большое количество энергетических внешних может быть нападок со стороны там социума, да, там ты не так живешь, что не то делаешь и так далее, ну, короче, как всегда. Но тут такое, на самом-то деле, внутренне вообще легкость идет. Легкое ощущение жизни. Вы возвращаетесь к чему-то легкому. Легко вообще наполненность, легкость, чувство счастья, чувство подарков, сюрпризов, праздника, ощущения. Возможно, вы долгое время этого не испытывали. У меня такая штука была. У меня, наверное, эта вся история прекрасно закончилась где-то плюс-минус в 23-м году. Потом в 24-й я вошла с какими-то такими качественными проработками. И вот до конца 25-го вот я только опять начала вкушать этот вкус счастья. Это очень долгий путь был. Большое количество людей ушло из-за того, что я где-то неправильно себя... Ну, это тоже был мой процесс обучения, знаете. Но, наверное, есть некоторые люди, с которыми я бы хотела возобновить контакт. Но, опять же, знаете, вот все оно уходит, новое что-то приходит, и это очень прекрасно. Умение отпускать — это прекрасно, но, опять же, имею право со своего внутреннего «я» захотеть иногда поностальгировать о чем-то действительно хорошем. Это классно, что у меня есть о чем вспомнить, что-то хорошее, знаете. Спасибо большое некоторым людям, которые оставили такой приятный след в моей жизни. Но вот
Я правда давно не испытывала, я его создавала искусственно, но вот так, чтобы вот налегке я его не испытывала. Вот вы возвращаетесь, что апгрейдится, вернется только уже в более лучшей форме, да, то есть рыцарь кубков, туз кубков, четверка жезлов, больше счастья, больше эмоций, больше наслаждения, больше любви, не знаю, достаточно много судьбоносных на этом фоне будет событий, качественных, понимаете? Вот реально мир меняется, как будто бы вокруг вас очень сильно. Хорошо. Как будто бы мир поменяется. Может, вы реально переедете. Слушайте. Выйдете замуж. Статус поменяется. Любовь новую встретите. Абсолютно. Творчество попрет вверх. Не, ну любовь, тут у кого-то прям правда любовь. Кто особенно вот одинок, вам идет любовь. Кто вот все нормально с этим, да, тут деньги, материальное такое удовлетворение получаете, признание, кстати. Тяжелый путь заканчивается, все, вы уже на финишной. Вы большое количество сейчас подводите итогов, и начинается вообще новый путь. Абсолютно новейший просто путь. Новый рост, новая власть, новая сила, новая энергия, новые проекты. Что могу сказать? Что апгрейдится? Такое ощущение, что вообще принцип жизни, вкус к жизни. Вы, давайте так, начнется все с вас, но как будто бы вы уже давно, понимаете, поменялись. Вот я не могу сказать, ну как будто бы вот карты такие, вот они вроде бы как высокочастотные, знаете, вот, ну, вот важные карты, да, и страшный суд, и жрица, и влюбленные, и вот классные карты, но вот они как будто говорят что-то, как вы знаете, само собой разумеющееся. Типа человек уже давным-давно принял какое-то решение, он уже давным-давно прокачивал себя, работал над собой. Меняется то, в что он вкладывался, что он менял в своей жизни, что было важно, ценно. Человек много уроков прошел. То есть, знаете, оно как будто бы все логическим образом. Семерка пентаклей, император, вы получаете реально достижения, результаты там, где вы брали власть, где вы меняли это, где вы вкладывались в это. Тут как будто бы само собой разумеющаяся ситуация. Вот она и меняется, потому что вы вложили туда большое количество сил. Вы прошли свой путь мудро, вы проходили свой путь мудро. И вот ваши мечты начинают исполняться, за счет этого, конечно, начинают расти ваши аппетиты, но они тоже исполняются, потому что у вас больше власти, у вас больше сил, у вас больше возможностей и ресурсов для этого. И реально вы вот так наглеете и нормальненько, так хорошо уже исполняете свои желания, потому что вы прошли вот этот период обучения, мудрение, не знаю, как это правильно сказать. Давайте я сейчас сложу эти карты, и мы еще раз глянем, вот еще раз, вот, что конкретно, возможно, какая сфера вашей жизни проходит обновление. Конечно, больше материальное, но и любовное тоже. Да вы в целом, смотрите, ну опять то же самое. Вы большое количество усилий приложили для того, чтобы завершить какую-то старую жизнь и вот начать что-то новое. Вот вы к этому идете, вот вы будете удовлетворены, но это совершенно что-то вот... Вы очень много путей прошли, я не знаю, вы здесь большие умнички. Здесь люди достаточно осознанные, достаточно мудрые. И говорить, что вот волшебным образом все поменяется, да нет, это глупо, потому что у вас это не волшебным образом. Вы есть волшебство, вы создавали вот это все, вы работали над собой. И вот вы получаете плоды, вы действительно выходите из старого типа жизни. Возможно, десятка мечей — это как жертвенность, жертва, да, то есть где я жертва обстоятельств, жертва ситуации, жертва мышления, жертва людей, где вот вроде бы как и все хорошо, да, но это как будто бы вот дело случая, вот так вот. Ну, хотя вы так не думали, понимаете, я даже так не могу до конца сказать прям уверенно, потому что вот тут люди достаточно мудрые, как душой, так и мышлением. Но открывается абсолютно новый мир для вас. Старый, где вы потерпали какие-то тяжелые, вот проходили тяжелые кармические задачи, уроки, он просто заканчивается. Открываются новые, где вы уже получаете удовлетворение, возможности, ресурсы, спокойное качественное развитие, где вы получаете наслаждение, насыщение и другой вкус к жизни. Вот такой третий вариант. Троечки.
Спасибо вам большое. А с вами была ваша Каролайн. Это было «Гадание с любовью». Я всех обняла, поцеловала. Пока. The answers come to me, they set my spirit free.